Всем привет, ребята! Я очень рада вас видеть на своем канале, очень рада, что вы открыли и кликнули на это видео, потому что сегодня я буду говорить на такую тему, как каким образом люди привлекают проблемы в свою жизнь, причем сами, бессознательно и своим же мышлением. Поэтому очень интересная тема, поэтому погнали. Очень часто от людей я слышу, что там они начинают нервничать перед каким-то событием. Вообще появляется какая-то тревога, появляется какое-то беспокойство, дрожь, мандраж. Причем для каждого человека по-разному представляется значимость этого события. То есть каждый видит важность этого события по-разному. Для кого-то это свадьба, для кого-то это просто вечеринка завтра, встреча с друзьями завтра, крещение ребенка, допустим, интервью на работу, экзамен в школе, поступление в универ, экзамены какие-то. В общем, вот такие какие-то события, даже банально что-то взять и купить, вот особенно там, если какая-то вещь, которую вы давно-давно хотели, или которая стоит, допустим, достаточно больших денег, которые вы хотите вложить куда-то, и вы об этом переживаете. Люди обычно придают этому очень большую важность этому событию. Почему так происходит? Давайте разбираться. Давайте проанализируем это на примере, допустим, девушки, у которой завтра интервью. Вот завтра у нее интервью, она там готовится, она уже обучилась всему, чему только возможно, она уже выучила свое резюме, наверное, от А до Я. Она, наверное, уже там все фразочки вызубрила, все уже знает. И как бы девушка максимально умная, девушка там знает, она подходит максимально для этой роли, для того, чтобы быть частью этой компании. Но из-за того, что она своими нервами, как она вообще в принципе создает эти нервы перед этим интервью? Все происходит из-за того, что она делает избыточный потенциал, то есть она как бы придает большую важность этому событию, она придает важность этому интервью, то есть и из-за того, что она придает большую важность, вообще в принципе все проблемы в нашей жизни происходят из-за того, что мы придаем большую важность каким-то вещам, каким-то событиям. Вообще у нас есть два типа важности. Первая важность — это внешняя, вторая — это внутренняя. Внутренняя важность — это, допустим, когда вы заходите в помещение, и вы думаете про себя причем. Блин, что обо мне сейчас подумают? Блин, я должен сейчас как-то себя с такого хорошего бока показать, чтобы я понравился людям. Вот там такой-то проект запустил, а я там, наверное, сейчас буду рассказывать про себя, и мне будет стыдно. Блин, а я сейчас снимаю видео, и как обо мне сейчас люди подумают, типа в кафе. Внешняя важность — это, допустим, вы хотите купить машину, какую-то крутую машину, и думаете, это супер важно. То есть, если я это не куплю, то я не буду счастливым. Если у меня не будет этого дома, то я не стану счастливым. Если у меня не будет этой сумки, я не стану счастливым. То есть мы как бы придаем, в первом случае мы придаем значение важности себя, представления себя как человека. А что обо мне, а как, а почему, то есть, а что обо мне подумают и так далее. Внешняя важность — это когда мы придаем важность какому-то предмету, какой-то вещи, какому-то событию и так далее. И вообще, в принципе, все люди, они склонны придавать большое значение каким-то вещам. Причем это в большинстве случаев происходит бессознательно. То есть мы это делаем даже не думая. И просто главное — это начать контролировать, главное — жить сознательно, главное — это, знаете, вот как говорят, квантовый скачок происходит тогда, когда вы начинаете мыслить на привычные ситуации по-другому. В принципе, как только вы начнете
осознавать и как-то осознанно подходить к вещам, казалось бы, банальным, которые происходят в вашей жизни, там, событиям, вещам, и понижать эту важность, то намного легче вообще вещи разруливаются вот так. Поделюсь с вами примерами жизни. Вообще со мной такие штуки очень часто работают, и я пытаюсь как-то это контролировать в большей части, то, когда я завышаю важность каким-то вещам, каким-то событиям. Недавно я переселилась в свою комнату, и я не могла поставить Wi-Fi. То есть я открыла компьютер, я просто, наверное, минут 30 сидела и не понимала, как его подключить. Я открывала настройки, открывала YouTube, я открывала приложения, я открыла все, что возможно. Я прочитала все, что возможно, все брошюры, все инструкции. Ничего не помогало. Когда у меня что-то происходит с техникой, и когда я что-то не могу понять, я начинаю очень жестко нервничать. Я просто начинаю так стрессовать. И мне становится, не по себе, как все знают состояние стресса. И в общем, в какой-то момент я такая, после 100-й попытки, я такая думаю: Даш, все, я закрыла компьютер, я села в медитацию. Как бы волшебно это не звучало сейчас, я села в медитацию, я успокоилась, я привела мысли в порядок, я забыла об этой ситуации, я забыла об этом компьютере, я забыла об этом Wi-Fi. И что вы думаете? Потом я села обратно за компьютер, открыла его. Я думаю, попробую еще раз, попробую еще один раз. Ладно, так и быть. Я попробовала, и у меня Wi-Fi подключился вот так. Почему так произошло? Потому что я сбросила важность подключения Wi-Fi. Я сбросила важность события. Я сбросила важность вещи. Я просто сбросила важность. И вообще мне нравится фраза. Это фраза из книги «Трансерфинг реальности». Вадим Зеланд сказал, что проблема людей в том, что они... представьте себя в лодке и представьте, что вы плывете по течению реки. И проблема людей в том, что они пытаются контролировать не свое течение в потоке, а сам поток. Они пытаются завышать важность, они пытаются все контролировать, они думают, что они Господь Бог, они думают, что они, самое важное. То есть они придают значение, как внешнее, так и внутреннее значение вещам. А фишка в том, что есть такая теория про равновесные силы. Кто читал Зеланда, сейчас ничего будет нового для вас в этом видео. Также существует важность, но с противоположного бока, с противоположным знаком, скажем так. Как вы думаете, что это такое? Это самоуничтожение. Многие, наверное, любят такую штуку. Тоже, особенно, когда мы входим в синдром жертвы, и когда мы начинаем как-то пренебрегать своими достоинствами и думать, что мы, наоборот, хуже других. Это очень, очень красиво со сравнением с другим происходит. И это происходит самоуничтожение. То есть это важность только с противоположным знаком. Это тоже надо, эти моменты тоже надо триггерить, и тоже надо выслеживать у себя в голове. И тоже с ними как-то контролировать это. И сейчас самый главный вопрос этого видео. Вы сейчас такие сидите и говорите: Даша, окей, хорошо, я понял. Сбросить важные события, не контролировать все. Хорошо. Но что делать с эмоциями? Я же не могу быть безразличным к этому событию, к этой вещи. Как с этим бороться? А я вам скажу, надо бороться не с эмоциями, надо поменять не эмоции, а отношение к событию. Просто с этого не надо делать проблему. С этого не надо... Вообще, в принципе, выкладывается в это очень много энергии. Вообще, в принципе, у нас в жизни есть баланс. И я уверена, у многих такая штука была, что
вы очень жестко стрессовали по поводу какого-то события, допустим, экзамен, допустим, тот же экзамен. Очень жестко стрессовали и думали там, да я не сдам, да все, боже мой, что же будет, как же быть. Выходите с экзамена, просто было вот так вот все. Или когда вы относитесь к событию какому-то легкомысленно, очень легкомысленно, думаете, да что там, боже, господи, что там это написать, что там это все. А потом вы приходите на экзамен, и вы ничего не понимаете. Вы просто как будто бы ничего не учили. Вы как будто бы просто приходите с чистой головой. Почему так происходит? Потому что в мире есть баланс. В мире есть равновесные силы. Вот так. В первом случае, как это происходит? То, что вы думаете о негативе, и это, знаете, работает все как весы. Вы думаете прям о негативе, то что, блин, я там жестко стрессую, все будет ужасно, ничего не получится. А получается все наоборот, потому что, типа, весы перевешивают. Получается все супер. Так же самое работает, когда вы легкомысленно, не так, что, типа, вы отпустили контроль и все такое. Когда вы легкомысленно, типа, к каким-то вещам специально относитесь, оно из-за равнодействия сил, оно начинает превышать, типа, оно как бы делает баланс. И уходит все в негатив. То есть и получается не сдача экзамена. В чем фишка? Что не надо не легкомысленно к этому событию как-то относиться, не негативить по этому событию. То есть, что тут важность огромная, что тут важность огромная. Важно просто выбирать, важно просто не делать из этого проблему, понимать, что надо просто относиться просто к этому событию, и все. Потрясающие у меня люди на фоне, просто кайф. Вот, и я не придаю этому важность. То есть я понимаю, что люди уходят, люди приходят. И если бы я сейчас до сих пор сидела и думала, блин, что бы мне сейчас подумать, а как я вообще разговариваю, а правильно ли я формирую речь, а правильно ли там я сижу, а что, если они посмотрят на меня, а что они подумают обо мне. Я бы не сняла бы сейчас это видео, вы бы не посмотрели и не узнали бы чего-то нового. Вот так работает важность в нашей жизни. И важно здесь то, что надо быть осознанным. Потому что все проблемы исходят из важности. Все проблемы исходят из того, что мы начинаем себя накручивать. Накручивать на то, что если этого не случится, или то, как кто-то обо мне подумает, то какая-то трагедия произойдет. Но никакой трагедии не произойдет. Мы все это прекрасно понимаем. Но важность все равно завышается. И каждый раз, когда вы думаете, когда вы боретесь с проблемой, вот это мое самое любимое, когда вы не знаете, что делать, когда у вас нету идей, когда вы очень долго что-то стараетесь, типа важность превышается, и вы думаете, типа, блин, почему ничего не получается, начинаете нервничать из-за этого повода. Просто сбросьте важность, просто отдохните, просто отпустите контроль. И причем отпускать контроль не означает плыть по течению и все. То есть как будет, так будет. Нет. Вы контролируете свое движение в потоке. И как только вы поменяете фокус внимания с важности на то, что если я отпущу контроль, типа, вот все как идет. Как пойдет, так пойдет. Мне это не важно. И это не означает, что мне это безразлично. То есть, вот главный инсайт, что надо уловить, что мне это не важно, но это мне и не безразлично. Я просто отпускаю контроль, и я об этом не переживаю. Поэтому отпускайте контроль, отпускайте важность
и живите моментом. Вот это, наверное, главные инсайты. Если вам понравилось это видео, то делитесь этим видео с друзьями, распространяйте это видео, если вы словили какое-то осознание, инсайт. И очень вас люблю. Хорошего вам прекрасного момента. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!